Меня зовут Дмитрий Булычев, я руководитель лаборатории языков программирования и языковых инструментов JetBrains Research. Наша лаборатория была открыта в 2012 году, еще до того, как образовался JetBrains Research, поэтому можно сказать, что для JetBrains Research наша лаборатория была пилотным проектом. Изначально целью лаборатории было привлечение внимания и интереса студентов, прежде всего студентов математико-механического факультета СВГУ, к той области знаний, которая была ключевой для JetBrains в то время. Это область языков программирования, языковых инструментов, то есть то, что называется по-английски Programming Languages and Tools. И поэтому можно сказать, что изначально задачи лаборатории были не научные, а образовательные, научно-популярные. Однако первое же поколение наших студентов показало способность даже в рамках работы над дипломными исследованиями получать научные результаты новые. И ряд этих результатов был принят к докладу на международных конференциях, опубликован и попал на канонические базы, в частности, в Scopus. Типичным сценарием тех лет, по крайней мере, в коллективе нашей кафедры системного программирования матмех факультета СПбГУ, была активная работа студентов над дипломными работами. Затем поступление в аспирантуру и затем совмещение научной деятельности с работой разработчиком программного обеспечения. В результате, даже если по окончании аспирантуры им удавалось защититься, они делали это с большим опозданием. Их результаты, даже очень хорошие, оказывались опубликованы в источниках второго-третьего ряда и ускользали в внимание научного сообщества. По существу, это была ситуация, когда ученые-любители конкурировали с зарубежными учеными-профессионалами. Сотрудничество с JetBrains позволило нам преодолеть эту порочную практику, поскольку система аспирантских грантов давала возможность нашим аспирантам работать в науке уже как профессиональным исследователям. С самого начала нашего развития как самостоятельной научной единицы мы делали ставку на интеграцию в международное научное сообщество. С этой целью мы очень активно посылали наших студентов, аспирантов на стажировки за границу, прежде всего в университеты Европы и Соединенных Штатов Америки, на летние школы, на семинары, а также сами организовывали здесь, в Санкт-Петербурге, летние и зимние школы с привлечением ведущих иностранных специалистов. В целом этот подход себя полностью оправдал. В настоящий момент наша лаборатория насчитывает более 20 сотрудников самого разного уровня, от бакалавров до постдоков. Большинство наших постдоков защитили диссертации здесь, в России, работая в нашей лаборатории. Мы регулярно публикуемся на ведущих конференциях в наших областях, таких как POPL, Principles of Programming Languages, PLDI, Programming Language Design and Implementation, ICLP, International Conference on Logic Programming, ECUP, ESOP, UPSLA. Мы поддерживаем тесные связи с коллегами за рубежом. Наши группы знают, группы, занимающиеся аналогичными исследованиями по всему миру, и мы поддерживаем очень тесные связи с коллегами. Отдельно надо сказать об образовательной деятельности, которую ведут сотрудники нашей лаборатории. Мы подготовили ряд оригинальных курсов по областям наших интересов и читаем их во всех ведущих университетах Санкт-Петербурга. И даже в связи с переходом на удаленные формы работы наши курсы слушают студенты из других университетов, в частности из Новосибирского государственного университета, из Московской высшей школы экономики и так далее. К числу таких курсов следует отнести курсы по языкам программирования, компиляторам, семантикам языков программирования, метавычислениям, реляционному программированию, формальным грамматикам и языкам. Организационно наша лаборатория состоит из нескольких самостоятельных групп, каждая из которых ведет исследования в своей области научных интересов. Группа, которой руководит Семен Григорьев, занимается применением методов синтетического анализа для решения различных задач информатики. Это исторически первая группа, которая выделилась в составе нашей лаборатории. И традиционно вот эта область синтетического анализа применяется в нашей науке для построения синтетических анализаторов языков программирования. Но, однако, оказалось, что эти методы вполне можно применять в совершенно других областях, таких как биоинформатика, графы базы данных и так далее. И даже интересно, что исследователи в других областях узнают с удивлением, что, оказывается, то, чем они занимаются, называется синтетический анализ. То есть это как господин Журден, который узнал, что всю жизнь говорил прозой. Еще одна область наших научных интересов – это метавычисления. Метавычисления – это область, приоритет разработки которой во многом принадлежит советским и русским ученым, прежде всего Андрею Петровичу Ершову и Валентину Федоровичу Турчину и их последователям. Вкратце, это область, в которой преобразование и анализ программ рассматривается с точки зрения принципов символьного исполнения. И в качестве примеров таких преобразований и подходов можно назвать смешанное вычисление, специализацию и суперкомпиляцию. Группой руководит Даниил Верюзун, научным консультантом которого являлся Нил Джонс, всемирно известный исследователь
в этой области, группа которого в Копенгагене первой реализовала все 3 проекта Фотомура в 1984 году. Слабые модели памяти – еще одно направление, сравнительно новое, которое исследует артефакты, которые возникают из-за того, что компиляторы и аппараты обеспечения независимо осуществляют ряд оптимизаций. И основной задачей здесь является построение таких семантик многопоточности, которые, во-первых, описывали бы артефакты, а во-вторых, обосновывали были корректность этих оптимизаций. Этой группой руководит Антон Подкопаев, а научным консультантом его диссертацией являлся Виктор Фиадис, по-видимому, самый авторитетный специалист в мире в этой области. Дмитрий Мордвинов руководит группой верификации. Верификация – это весьма традиционное направление в нашей области знаний, начало которому положило, пожалуй, ряд работ Чарльза Энтони и Ричарда Хаара. Дмитрий занимается весьма современным направлением в этой области, применением так называемых Хорн-решателей в теориях. Это область, которая возникла на стыке логического программирования и того, что называется SMT и SAT-солверы. Наконец, группа реляционного программирования, которой руковожу я сам, занимается реляционным программированием. Реляционное программирование – это дальнейшее развитие принципов логического программирования в сторону большей симметричности и декларативности описаний. В фокусе наших интересов разработка методов реализации реляционных языков программирования, эффективной реализации языков программирования и применение реляционного программирования для решения различных задач информатики. Несмотря на то, что эти группы работают независимо, их существование в рамках одной лаборатории иногда дает интересные эффекты, когда методы и подходы одной области находят применение в другой. В качестве примера я могу привести применение методов метавычислений для оптимизации реляционных программ, так называемые методы частичной дедукции. 2021 год в организационном плане был труден для нашей лаборатории, поскольку ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в полной мере коснулись ее работы. Большинство конференций, на которые были приняты наши доклады и статьи, прошли в удаленном формате, что несколько притупило ощущение от участия в них. Кое-что нам не удалось реализовать вовсе. Например, мы не смогли записать курс для степика по языкам программирования компилятором, и также нам не удалось провести летнюю школу по категориальной логике. С другой стороны, в целом мы устояли, приспособились к удаленной работе. К важным событиям прошедшего года следует отнести защиту Дмитрием Мордвиновым кандидатской диссертации, а также присоединение к нашей лаборатории нового постдока, гражданина Китая Юэ Ли, который закончил аспирантуру в Шотландии, защитил кандидатскую диссертацию под руководством Екатерины Коменданской, известного в мире специалиста по логическому программированию. Для нас это знаковое событие, которое говорит о том, что мы в полной мере интегрировались в международное научное сообщество. В план на будущий год входит такая же равномерная, планомерная работа по производству новых научных результатов, проведение наших исследований, публикация в высокорейтинговых конференциях, участие в работе международного научного сообщества.